Цахал издал распоряжение, запрещающее всем солдатам регулярных войск находиться в Грузии и Азербайджане из-за опасений иранских ответных действий, поскольку эти страны находятся вблизи Ирана. Тем, кто уже находится в этих странах, приказано немедленно покинуть их. Одновременно Цахал усиливает оборону на северных границах, размещая дополнительные батареи системы «Железный купол». Возможно, скоро что-то произойдет. Кстати, примечательно, что в этих странах есть солдаты регулярной армии Израиля, а в Армении их нет. Интересно, что в случае с Азербайджаном присутствие израильских войск понятно и логично, но в случае с Грузией это выглядит странно и неожиданно. Не совсем ясно, что делают израильские войска там. Что говорят израильские СМИ насчет этого заявления? The Times of Israel пишет: военно-воздушные силы запрещают кадровым офицерам и унтер-офицерам путешествовать, а армия заявила, что прикажет всем военнослужащим в Грузии и Азербайджане покинуть страну. Армия обороны Израиля вводит ограничения на поездки военнослужащих за границу на фоне опасений, что Иран может попытаться добраться до них в качестве ответного удара за убийство политического лидера террористической группировки Хамас Исмаила Хании в Тегеране. В понедельник командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар запретил военнослужащим выезжать за границу, сообщили военные. Директива распространялась на кадровых офицеров и унтер-офицеров, но не на призывников. В то же время Кен Ньюс сообщил, что армия в целом выпустила директиву в воскресенье, предписывающую всем не находящимся на службе солдатам, которые в настоящее время находятся в Грузии или Азербайджане, немедленно вернуться в Израиль. Обе страны находятся рядом с Ираном, хотя только Азербайджан имеет прямую границу с Исламской Республикой. Военнослужащие предположительно могли находиться в любой из стран в отпуске или навестить семью. Военные напрямую не прокомментировали последний отчет, заявив лишь, что они постоянно проводят оценку угроз и соответствующим образом обновляют список стран, в которые разрешен въезд военнослужащим. В армии обороны Израиля заявили, что этот шаг последовал за новой оценкой ситуации, однако никаких изменений в правилах для гражданского населения не произошло. Иран и его доверенное лицо Хизбалла неоднократно угрожали напасть на Израиль после 2 громких убийств в конце прошлого месяца. 30 июля, через несколько дней после ракетного удара, поддерживаемой Ираном террористической группировки Хизбалла в Ливане, в результате которого погибли 12 детей и подростков на Голландских высотах. В ответ Израиль убил высокопоставленного командира Хизбаллы Фуада Шукра в результате авиаудара в Бейруте. Несколько часов спустя Хания погиб в результате взрыва в Тегеране, за который Израиль не взял на себя и не отрицал ответственности. Иран и Хамас обвинили еврейское государство. Израиль готовится к обещанным ответам, а Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие в регионе, пока западные дипломаты работают над деэскалацией ситуации. Многочисленные международные авиалинии прекратили полеты в Израиль и Ливан в ожидании обострения. Несколько сообщений в еврейских СМИ в воскресенье вечером указывали на то, что Израиль ожидает начала крупной иранской атаки в течение нескольких дней, хотя военные попытались преуменьшить это, подчеркнув, что инструкции для мирных жителей остались неизменными. В пятницу корпус стражей Исламской революции Ирана предупредил, что он также рассматривает возможность поражения целей за пределами Израиля, заявив, что это заставит беспрецедентную ракетно-беспилотную атаку Ирана в апреле запомниться как нечто незначительное, сообщил Кан. Поступают сообщения о том, что новый президент Ирана Масуд Пезешкиан борется со сторонниками жесткой линии, пытаясь смягчить масштаб обещанного Тегераном ответа на убийство Хании, и вместо этого настаивает на нанесении удара по предполагаемым шпионским базам Моссада, скрытым по всему региону. Он предложил нанести удар по какому-нибудь объекту, связанному с Израилем, в Азербайджанской республике или Иракском Курдистане, а затем сообщить этим странам об этом заранее и покончить со всей этой драмой, сообщил газете «Помощник». Согласно отчету, Иран ранее атаковал подобные предполагаемые базы
в иракском Курдистане. Это признательное показание. Эксперт по Израилю о призыве к израильским военнослужащим покинуть Азербайджан. Эксперт по Израилю Арман Хачатрян считает признательным показанием появившуюся на израильском государственном телеканале информацию о призыве к возвращению израильских войск из Азербайджана. Такое мнение эксперт выразил в беседе с Арменпресс. Информацию, опубликованную в израильских государственных СМИ, можно считать признанием присутствия Израиля как в Азербайджане, так и в Грузии, сказал Хачатрян. Эксперт не спешит прогнозировать, какие последствия будет иметь это признание. Однако он подчеркивает тот факт, что Армения и Иран сделают это признание Израиля частью своей политической повестки. Если этим заявлением Израиль признает, что у него есть силы в Азербайджане и Грузии, это означает, что и Иран, и Армения должны сделать этот вопрос предметом обсуждения, сказал он. По мнению израильского эксперта, последствия во многом зависят от того, как дипломатический корпус Армении и Иран попытаются превратить это заявление в политическое оружие, политический скандал. Ранее стало известно, что израильская армия запретила своим военнослужащим оставаться в Азербайджане и Грузии из-за исходящих из Ирана угроз атаковать их. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства 31 июля в Тегеране главы Политбюро палестинского радикального движения Хамас Исмаила Хании и гибели одного из командиров военного крыла Хизбаллы Фуада Шукра в Бейруте в результате израильского удара. Иран и Хамас обвинили Израиль в убийстве Хании и заявили, что не оставят это без ответа. В ответ на израильские СМИ в Баку представители медиаресурсов сделали заявление. На территории Азербайджана нет воинского контингента какого-либо иностранного государства, и мы осуждаем любые информационные манипуляции на эту тему. Об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа Азербайджана. В свою очередь МИД Азербайджана отказался комментировать сообщение израильского телеканала. Израильский общественный телеканал КН-ТВ сообщил, что армия Израиля запретила своим военнослужащим оставаться в Азербайджане и Грузии в свете угроз удара со стороны Ирана. Военнослужащие израильтяне, по каким-либо причинам находящиеся в этих двух странах Южного Кавказа, обязаны немедленно вернуться в Израиль, говорится в сообщении. Иран настаивает, что в Азербайджане на границе с Ираном созданы израильские разведывательные объекты. Официальный Баку неоднократно опровергал это, заявляя, что не допустит каких-то враждебных действий со своей территории в отношении Ирана. В свою очередь, Тегеран до сих пор не представил каких-либо доказательств существования израильских разведывательных объектов в Азербайджане. На фоне сообщения о том, что Иран готовится провести антитеррористическую операцию в Азербайджане, приходят и другие сообщения. Сотрудников посольства Израиля в Баку эвакуируют на родину, хотя там, на Абшероне, все еще находятся израильские военные. Отметим, что эти информации делаются большими медиаресурсами и представителями правительств разных государств. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.